Он – легенда, которая не сдалась, даже когда весь мир был против. От славы до скандалов, от любви до одиночества, Салман Кхан прошел все и остался сильнее. Сегодня мы вспомним путь человека, которого Индия называет сердцем Болливуда. История Салмана Кхана начинается 27 декабря 1965 года в городе Индаур, штат Мадхья-Прадеш, Индия. Он родился в известной семье и стал первым и старшим ребенком. Позже у него появились братья Арбаас и Сахайль, а также две сестры, родная Алвира и приемная Арпита. Его отец, Салим Кхан, прославился как талантливый сценарист, а мать Салма Кхан занималась живописью и другими видами искусства. Когда Салману исполнилось примерно 16 лет, в их жизни произошел непростой поворот. Отец привел в дом вторую жену, известную танцовщицу Хелен Энн Ричардсон. Сначала это вызвало напряжение и непонимание, особенно у детей, и отношения с отцом на какое-то время осложнились. Но со временем все привыкли к новым обстоятельствам, и семья стала жить одной большой системой. В доме Хелен заняла свое место, и всех детей воспитывали в атмосфере уважения сразу к трем религиям – исламу, индуизму и католицизму. С детства Салман тянулся к творчеству. Любовь к кино, искусству и сцене он впитал и от отца, и от обеих матерей. Уже подростком он решил, что хочет стать актером. При этом Салман принципиально не стремился продвигаться только за счет фамилии и родственных связей. Ему было важно, чтобы его воспринимали как самостоятельного артиста, оценивая по таланту, а не по происхождению. Так он начал свой путь в киноиндустрии. Кинокарьера Салмана стартовала с фильма «Супруга». В этой ленте главную героиню сыграла знаменитая актриса Бханурекха Ганишан. Однако сам фильм не произвел большого впечатления ни на публику, ни на критиков. Картину встретили холодно, а отзывы о ней были в основном сдержанными или отрицательными. Настоящая слава пришла к Хану после выхода второй картины «Я полюбил» 1989. Фильм стал огромным хитом и до сих пор считается одним из самых успешных проектов Болливуда. Именно эта работа превратила Салмана в национальную звезду. В начале 1990-х последовал очередной успех – фильм «Мой любимый». Картина стала кассовым хитом и укрепила позицию актера. Салман вошел в тройку самых популярных актеров Болливуда того времени. Затем в фильмографии появилась лента «Кто я для тебя?», где Кхан исполнил главную роль. Его партнершей по экрану стала одна из главных звезд индийского кино – Мадхури Дикшит. Фильм получил огромный успех у зрителей и до сих пор остается любимым у поклонников индийского кино. На момент выхода он стал вторым по кассовым сборам фильмом за всю историю индийского кинематографа. Следующим важным проектом стала картина «Каран и Арджун». В этом фильме он снялся вместе с Шахрухом Кханом. Актеры сыграли двух братьев, которые погибают, перерождаются и в новой жизни возвращаются, чтобы отомстить своим врагам. Интересно, что изначально роль, которую в итоге исполнил Салман, предлагали Аджаю Девгану. После этого успеха Кхан продолжил регулярно появляться на экране, расширяя список удачных проектов. Среди них фильмы «Не надо бояться любви» и «Все в жизни бывает». В картине «Когда влюбляешься» он сыграл мужчину, в жизнь которого неожиданно приходит мальчик, заявляющий, что является его сыном. Эта роль принесла Салману немало положительных отзывов. Критики отмечали его эмоциональную игру и умение сочетать драму с легкой мелодрамой. С началом нового тысячелетия в жизнь актера вошли более сложные и социально значимые истории. В фильме «Чужой ребенок» поднимается тема суррогатного материнства. Для индийского кино тех лет это была смелая и редкая тема. Картина ожидалась как большой хит, но ее прокат оказался не таким успешным, как рассчитывали. Причиной во многом стал скандал вокруг финансирования. СМИ активно обсуждали слухи о том, что деньги на фильм выделил мафиозный босс Бхарат Шах. Несмотря на финансовые проблемы, игра Салмана была отмечена «Лучший исполнитель главной роли». В 2004 году на экраны вышла лента «Не все потеряно», вдохновленная голливудской драмой «Филадельфия».
Фильм поднимает тему ВИЧ и СПИДа, что по меркам индийского кино стало очень необычным и смелым шагом. Работа Кхана и его участие в проекте были высоко оценены организациями, занимающимися борьбой с этими заболеваниями и поддержкой заболевших. Затем актер порадовал поклонников своим участием в мелодраме «Здравствуй, любовь», где на одной площадке собрались многие звезды Болливуда, включая Анила Капура, Приянку Чопру, Говинду и других. Фильм представлял собой переплетение нескольких трогательных историй о любви. 2009 год стал богатым на премьеры с участием Салмана. Одним из самых заметных проектов стал боевик «Особо опасен», насыщенный экшн-сценами и спецэффектами. В том же году он снялся в комедийной картине «Мистер и миссис Кханна». Спустя 2 года, в 2011-м, вышел фильм «Телохранитель», где Кхан вновь исполнил главную роль и укрепил статус одного из ведущих героев индийских боевиков и мелодрам. Новая волна популярности накрыла актера после премьеры фильма «Жил-был тигр». Здесь он перевоплотился в опасного шпиона. Несмотря на то, что критики приняли картину неоднозначно, зрители были в восторге, и фильм стал крупным коммерческим успехом. В итоге в 2017 году вышло продолжение «Тигр жив», которое также собрало внушительную кассу. Среди заметных работ актера выделяется и драма «Ноль», в которой поднимается тема детского церебрального паралича ДЦП. В фильме вместе с Салманом появились такие звезды, как Шахрух Кхан, Анушка Шарма и Катрина Каев. В 2021 году Салман вновь порадовал поклонников, сыграв отважного полицейского в боевике «Радхи». Еще в начале карьеры за Салманом закрепилась репутация бунтаря и плохого парня, и медиа активно подогревали этот образ. В 1998 году вокруг актера разгорелся громкий скандал. Во время съемок он отправился на охоту в заповедник и был обвинен в незаконной стрельбе по антилопам. Судебное разбирательство тянулось почти 20 лет. В итоге суд приговорил актера к штрафу и тюремному сроку, но затем его отпустили под залог, а слушания продолжились и после этого. Еще одно громкое дело связано с 2002 годом. Салмана обвинили в том, что он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и сбил бездомного человека. Актер провел некоторое время в тюрьме, однако позже был освобожден под залог. Окончательный приговор был вынесен только через 13 лет, но в конечном итоге суд оправдал Кхана. Со временем исполнитель не раз становился участником скандалов из-за резких, неосторожных высказываний. В 2016 году он вызвал бурю негодования, заявив, что после тяжелых съемок чувствует себя как изнасилованная женщина. Общество восприняло эти слова как крайне недопустимые. Позже его отец Салим Кхан публично извинился за сына и назвал этот поступок непростительным. В 2011 году Салман Кхан признался, что страдает невралгией тройничного нерва, тяжелым заболеванием, при котором человек испытывает настолько сильные боли, что некоторые не выдерживают и доходят до суицидальных мыслей. Актер рассказывал, что из-за болезни изменился и его голос, он стал грубее и ниже. Чтобы держать состояние под контролем, Салман регулярно проходит обследования и строго следует рекомендациям врачей. Личная жизнь Салмана всегда находилась под пристальным вниманием прессы. Его первым широко обсуждаемым романом были отношения с бывшей «Мисс Индия» Сангитой Биджлани. Она была старше его на 5 лет, но разница в возрасте не мешала их отношениям. По слухам, дело шло к свадьбе, но в итоге пара рассталась. В 1999 году у актера начался роман с Айшварьей Рай. Они познакомились на съемках фильма «Навеки твоя». Отношения длились около 2 лет. Все это время таблоиды писали о постоянных конфликтах, вспышках ревности, изменах и даже намеках на рукоприкладство со стороны Салмана. В итоге их союз закончился тяжелым расставанием. После этого у Кхана было несколько кратковременных романов. В 2003 году он начал встречаться с Катриной Каев, и их отношения продолжались примерно 7 лет. После разрыва бывшие влюбленные смогли сохранить дружбу.
До сих пор они тепло отзываются друг о друге в интервью, а Салман каждый год поздравляет Катрины с днем рождения, публикуя ее фотографии в своем инстаграм-аккаунте. Позже рядом с ним появилась Юлия Вантур. В сети регулярно всплывают слухи об их помолвке и возможной свадьбе, но ни Салман, ни Юлия не спешат узаконивать отношения. В интервью девушка подчеркивает, что для нее важнее быть счастливой, чем просто замужней. Сам Кхан объясняет нежелание жениться тем, что его многочисленные судебные дела могут затронуть близких, и он не хочет, чтобы кто-то страдал из-за его проблем с законом. В январе 2023 года на экраны вышел шпионский боевик «Патхан». Часть съемок проходила в Санкт-Петербурге, где работала местная команда. Проект получил поддержку по программе ребейтов, когда продюсерам компенсируют часть затрат на производство за съемки в определенной стране. Салман Кхан появился в фильме в эпизодической роли, вновь перевоплотившись в персонажа Авинаша Сингхара «Тигра». Его участие держали в секрете до релиза, что усилило эффект неожиданности для зрителей. Картина установила национальный рекорд по кассовым сборам. В России «Патхан» сначала показали субтитрами, а летом того же года планировался выход дублированной версии. Таким образом, фильм должен был стать первым за последние 30 лет индийским проектом, официально переведенным на русский язык дубляжом. В том же 2023 году состоялось долгожданное возвращение Салмана в кино в главной роли, в драме «Чей-то брат, чья-то жизнь». В этом проекте он не только сыграл центрального персонажа, но и выступил сценаристом. Партнершей его героя по романтической линии стала актриса Пуджа Хегде. Сегодня, в свои 59 лет, Салман Кхан сохраняет поразительную физическую форму, вдохновляя поклонников своим примером. Несмотря на годы, скандалы и испытания, Салман Кхан остается одним из самых влиятельных и любимых актеров Индии, человеком, который сумел превратить каждое падение в новую ступень своего возрождения. Его путь продолжается, а миллионы поклонников по-прежнему ждут следующего фильма, который докажет: легенды не стареют. Мы рассказали все, от его первых ролей до громких побед. Теперь очередь за вами. Пишите в комментариях, какой фильм Салман Кхан вы готовы пересматривать снова и снова.